В одном из своих предыдущих видео я рассказывал, как с помощью вот такого вот карты захвата вы можете превратить практически любой фотоаппарат в вашу веб-камеру. Всем привет, меня зовут Андрей, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о том, как вы с помощью вот такой маленькой карты захвата можете делать запись экрана с консоли и также проводить какие-то там прямые трансляции. Здесь, перед тем, как вообще в целом начнем, есть два нюанса. Первое, я это все буду показывать на Nintendo Switch. По подключению вся эта история будет выглядеть следующим образом. Мы Nintendo Switch вставляем в док-станцию, которая идет в комплекте. Одним концом HDMI кабеля мы подключаемся к док-станции, другой конец HDMI кабеля мы вставляем в HDMI вход на нашей карте. Ну и там дальше уже в USB на компьютере и начинаем проводить манипуляции в OBS. Второй нюанс, что эти карты бывают по факту нескольких видов. Суть в чем? У меня эта карта только на один HDMI вход. Еще есть такие карты, которые имеют HDMI in и HDMI out. Это нам позволяет сделать следующее. То есть мы можем захватить картинку с нашей консоли, перенаправить ее на компьютер. И также эту же захваченную картинку мы можем с нашей карты вывести, допустим, на монитор, на какой-то телевизор. Что опять же удобно, потому что мы можем видеть то, что происходит на экране нашей консоли не только внутри OBS, но также на каком-то мониторе. То есть, например, если у вас там два монитора, либо есть телевизор, то вы можете OBS, всю статистику там стрима, там еще что-то вывести на отдельный экран. И саму игру там, например, вы будете видеть на отдельном вообще экране без каких там либо значков там интерфейса, Windows, там еще чего-то. И еще такой момент, что здесь присутствует небольшая задержка с точки зрения звука. Она очень маленькая, то есть ее, в принципе, она заметна, ее можно, да, заметить, но чуть-чуть попользовались там, вы ей там буквально там минут 5-6, и как бы все, вы ее уже не замечаете. Если вы хотите, чтобы у вас этой задержки не было, то карты вот подобного ценового сегмента вам не подходят. Такая карточка стоит от, по-моему, 690 рублей до 1000. Там в зависимости от продавца цены могут немножко меняться. Ну, естественно, это все на AliExpress продается. Если же вы хотите получить качество, допустим, выше, чем 1080 30 кадров в секунду, и при этом еще не иметь задержки, то вам нужно уже будет лезть в ценовой диапазон, там что-то 1005-7 и полетели дальше. Самые такие популярные у нас считается эта карта Elgato Camlink 4K и еще Game Life Portable, по-моему, вторая ревизия, насколько я помню. Тоже там стоит что-то около 8-9 тысяч рублей. Для Nintendo Switch она выдает через док-станцию всего лишь 1080-30 кадров. Эта карта принимает и выдает также 1080-30 кадров, так что все нормально. Теперь же поговорим о том, как у нас вся эта история будет выглядеть внутри OBS. Переходим в источники, нажимаем на плюсик, выбираем устройство захвата видео. Нажимаем ОК. В появившемся окне устройства меняем на USB видео. Здесь мы в режим вывода звука ставим вывод системного аудио Wave Out и нажимаем использовать пользовательское аудиоустройство. И ставим Digital Audio Interface, USB Digital Audio. Нажимаем ОК, и вот примерно вся эта история будет выглядеть как-то так. Ну, давайте тут, не знаю, что-нибудь запустим. Вот у меня, например, есть вот такая вот игра. Как я уже говорил в начале, у нас есть небольшая задержка с точки зрения звука. То есть, то, что вы будете делать на своей консоли, оно будет с точки зрения вывода вам в наушники немного отставать от того, что будет происходить на экране. Ну и также это, естественно, будет на записи и на стриме. Если же вы хотите, чтобы этой задержки не было, то вы можете выставить в настройках аудиоустройства просто захват только аудио. Но тогда вы не будете слышать того, что происходит у вас непосредственно в той же самой, например, игре. То есть здесь такой компромисс. Если бы, опять же, как я говорил ранее, у меня была бы карта видеозахвата с HDMI выходом, то этой проблемы бы не было, так как мы могли бы вот этот захват изображения подключить к какому-то монитору, либо там телевизору, у которого есть динамики, и слушать звук без какой-либо задержки. И при этом мы его еще могли бы и записывать, и было бы все ништяк. Только там был бы нюанс с точки зрения записи и микрофона. Ну вот примерно как-то так это все выглядит. У нас все работает, все играется, тут уже какие-то диалоги пошли. Еще такой нюанс, но это уже не про эту историю, это в целом как бы то ли меня глючит, то ли мне так кажется, но когда я уменьшаю захват своего фотоаппарата до уровня обычной вебки, то картинка получается как будто даже как лучше. Если это так, кстати, пишите мне в комментариях, потому что меня что-то в последнее время перестало устраивать то, как это все выглядит, когда это растянуто на весь экран. Когда оно маленькое, все ништяк, когда растянуто на весь экран, есть вопросы, но тут уже вопросы к самому софту компании Canon. Кстати, надо будет записать про это видео.
Ну а так, в целом, как бы, если смотреть на эту всю историю, я тут сейчас немножко себя порастягиваю, поиздеваюсь чуть-чуть над вами и над всем этим. Хотя вот здесь, кстати, почему-то картинка нормальная, но сейчас не об этом. В общем, все работает, все у нас играется, тут даже что-то там можно понажимать, что-то тут будет происходить. В общем, если у вас есть какие-то вопросы по данной теме, пишите мне в комментариях, я все читаю, на все отвечаю. Ссылка на группу ВКонтакте также будет в описании. У меня на этом все. Увидимся на экране вашего устройства. Пока-пока.